друзья, снова мы в курилке, потому что место встречи прокурить нельзя. Мне пришла моя, наконец, долгожданная посылка с Алиэкспресс. Да, Алиэкспресс в Эмиратах. Эта вещь работает здесь тоже. Есть, правда, свои нюансы. В общем, один из таких нюансов — это то, что в некоторых случаях вы рискуете получать посылку через почту Эмиратов. А почта Эмиратов, в отличие от наших типичных почт в странах бывшего СНГ, это очень дорогая организация. Они доставят вам посылку где-то за 12-11 долларов. То есть это плюс к товару, когда вы заказываете какую-то мелочевку недорогую. Если посылка дорогая и хорошая, то, как правило, там есть варианты с прямой доставкой door-to-door, прямо до двери, то есть от AliExpress, оно так и называется, AliExpress Direct Shipping. И тогда вроде как все окей. Но вот в этот раз у меня эта доставка не сработала, мне пришлось вообще оплачивать компанию FedEx. Дополнительно из-за габаритов. Слишком длинный был. То есть нюансов масса. Итак, что это у нас такое? Кто сможет угадать? Напишите ваше мнение в комментарии. Что же такое приехало к дикому скрипачу? Погнали распаковывать. Что из себя представляет посылка? Обычная труба ПВХ. Упаковка. Вы уже написали ваши догадки, что это может быть? Ага. Вот. А что же там внутри? Сейчас мы посмотрим. Ого. Что-то длинное. Странно. Оу, веревочки. Ну что ж, друзья, судя по всему, это не иначе, как меч самурая. Хе-хе-хе. Ну вот, все написано, всю интригу раскрыл. Да, это и есть самурайский меч для скрипа. Весьма неплох. Внешний вид надо проверить. Нет ли царапин, повреждений. Нет, все красиво. Эмблема с фирмой. Да, друзья, это смычок. Притом это не просто смычок, а смычок из карбона. Из того самого карбона, из которого делают крылья суперкаров. Короче, написано ручной смычок, модель артикул 114V для руки, для машины. Сделаны вручную. Фитинги, как это называется, фитинги в трубах, зажимчики всякие, короче. В случае сделаны из никеля, скорее всего, это имеется в виду вот эта навивка. И обмотка, карбоновое волокно. Блин, тут, наверное, не фокусируется, да, на таком расстоянии камера. Уровень СО, что значит? Мастер, это что? Advanced, продвинутый студент, ко, не знаю, профессионал-то не ко. Что значит ко? Напишите, что вы думаете об уровне на английском языке. Если есть разделение на student, adventure and, наверное, мастер, что может значить слово ко? Я не хочу сделать сейчас полноценный какой-то там обзор и тест, потому что я уже выбрал, я примерно знаю, как себя он будет вести. Плюс это вещь, не рассчитанная на широкую публику и массу, но если кто-то ищет смычки, рекомендую, ну и вообще отзывы. Музыканты как обычно поступают. Есть люди, кто пишут, да, в Ютубе отзывы и так далее, но я не являюсь каким-то, очень высока здесь роль авторитетного мнения, то есть когда это какой-то знаменитый скрипач, допустим, распаковывает, что-то играет, они, как правило, пользуются дорогостоящей продукцией. Либо еще второй фактор – это количество людей, кто покупает товар. Но как бы в YouTube это все несовместимо с YouTube. То есть я не могу, нет никакого большого смысла в том, что я буду рассказывать об этом смычке, и это кому-то будет полезно. Нет, люди всегда, те, кто выбирает себе смычок, они отнесутся к этому скептически, потому что цена товара колеблется от 50 долларов, это считается откровенным шлаком, до 5000 долларов, 6000 долларов. Смычки обычно изготавливаются в классическом варианте, в таком общепринятом мировом стандарте, что ли.
для профессионального использования. Это из фернанбука. Это сорт дерева, по-моему, не бразильский, я не помню, но где-то вот в тех широтах он произрастает. Фернанбук отличается тем, что практически не впитывает влагу после того, как высохнет, вроде бы так. Но у него есть определенный ряд свойств, которые позволяют сделать трость, это вот эта вот часть смычка, сделать не поддающуюся гниению, впитыванию влаги и, самое главное, сохраняющую, вот если видно, она должна пружинить, пружинные свойства. Но фернанбук, его в мире не так много, и он достаточно дорогой, плюс выделка происходит очень сложным способом, то есть трость сохраняет пружинные свойства, видите, она такая изогнутая. В идеале за счет того, что берется доска фернанбуковая и прямо вырезается вдоль волокон, то есть надо посмотреть, чтобы волокна были в этой форме, в форме смычка, вот так немножко изогнуты, и в идеале вырезается вдоль волокон, уже готовый, трость готовым изгибом. Если не получается идеальный изгиб, немножко, по-моему, допускается на пару это дело изгибать на будущее, ну, то есть формовать над паром, или как там оно правильно. Эти смычки из хорошего фернанбука, сделанные хорошим мастером, стоят от $500 и выше, может, от 300 и выше. Но 300-500 среди вот таких фернанбуковых, они считаются как бы тоже чем-то на уровне отбраковки. Ну, то есть, сами поймите, дорогое дерево, если классный смычок получился, он продается за, ну, 1000 и выше, 2, там, за почти максимальную цену. Максимальная цена – это 2-3 тысячи долларов, 1000. Есть, говорю же, и за 5, и за 6 тоже нормально. Вот, в свою очередь, с появлением карбона и технологий формовки карбона, ну, то есть, с появлением возможности делать карбоновые смычки, цена у них изготовления, себестоимость, она вообще крайне низкая. Но карбон по своим свойствам физическим, по пружинности, по весу, он сопоставим абсолютно со смычками из фернанбука, и более того, из-за того, что то дерево, там волокна, там достигнуть идеальной повторяемости очень тяжело, то в карбоне достигнуть идеальной повторяемости формы и физических свойств, что важно для того, чтобы чувствовать баланс его, когда играешь и так далее, отзывчивость смычка, чтобы это же все исполняется не только рукой, но еще и пальцами, все штрихи, способы игры. Должна быть хорошая отзывчивость и определенный ряд физических свойств. Это легко достижимо с использованием карбона, вот и к чему. Поэтому они достаточно популярны в среде обучающихся, в среде студентов, и в среде профессионалов тоже. Но главный у них плюс это в том, что за такую цену карбонового смычка, как я потратил, это в районе $40 примерно, плюс-минус, с доставкой. Я себе никак не могу позволить такого же качества, такой же надежности и удобства смычок из фернанбука, либо есть замена этому дереву, какое-то бразильское, по-моему, дерево с похожими свойствами. Эти смычки будут явно хуже, чем карбоновые. Поэтому я себе, как и многие в такой ситуации, заказываю карбоновые. Но там тоже много фирм, много разных изготовителей, и надо знать, в общем, все, что я могу полезного сказать. Гуглите форумы, они есть, скрипачей, форумы музыкантов оркестровых, русскоязычные, но там информации, конечно, ограниченное количество. Больше это на зарубежных, типа violinist или violinist.com, может быть, еще какие-то, может быть, отдельные какие-то обзоры. Просто потому, что там сидят большое количество... Иногда там встречаются имена таких известных скрипачей, либо каких-то мелькающих. Ну, то есть там сидят люди высокого уровня профессионалы, на форумах сидят, что-то обсуждают, пишут. Там больше доверия к этому ресурсу. Потому что смычок, покупаешь не каждый день, ты его себе выбираешь. Даже дешевый, там, за $40, ты его все равно будешь выбирать и смотреть. Но предложение здесь намного превышает спрос, и потеряться в своем выборе – это большое количество. Единственное, я могу сказать, что я нагуглил, мои поиски привели к тому, что лучшая фирма из Китая за свои деньги – это компания Wingabow. Вот они делают смычки. Прям не раз слышал, что... То есть не раз меня мои поиски в интернете приводили к этому наименованию, этой фирмы. Но там также много и других, и до этого я играл смычком какой-то просто ноунейм компании, я тупо самый дешевый выбрал. Плюс там есть разный способ, вот это карбон, я не знаю, как... Вот видите, у него сплетенная такая структура. Вроде бы, как где-то я когда-то смотрел, что такая структура, она лучше для пружинных свойств, для сопоставления с весом. Но это на уровне вроде когда-то смотрел. По факту там очень много смычков с обычным, где не видно структуры. Я тоже не очень силен в разнице.
И что еще могу сказать, что они точно, в отличие от многих других изготовителей, вот здесь в смычке есть еще такая часть, кроме вот этой трости, которая отвечает за пружинные свойства, белая. Это самая интересная часть. Эта часть называется хвост коня, конский волос. И в нормальном смычке для того, чтобы смычок хорошо цеплял струну, был хороший зацеп, используется конский волос, и сверху накладывается слой порошка. Ну, не порошка, а канифоль. Канифоль твердая, это смола. И то, и другое должно быть высокого качества, потому что канифоль, потому что это не пайка, потому что это производство звука. Если канифоль будет, допустим, слишком крошиться, слишком... Старый, напомню, ноунейм китайский, а новый китайский не ноунейм. Визуально они оказались... Трость у них практически идентичная. Но... Ну, я заказывал такую же из плетеного карбона, но здесь волос... Короче, здесь черный был волос, и он вроде как искусственный. Ну, на самом деле, если что, вот все, про что я говорил, да, оно касается и более дешевых смычков. Просто фирма, почему фирма хороша? Потому что все-таки много людей пользуются. Это значит меньше вероятности нарваться на какой-то брак и откровенный хлам. Второе, карбон в любом случае, когда он скопирован с формы обычного смычка, он в любом случае хорош. Он действительно с отличной повторяемостью физических свойств, это очень важно. И третье, ну реально ребят ставят натуральный волос, вот тут это видно, прямо это клево. А в-четвертых, тут разница получается, блин, 10-15 баксов от силы. Это, ну извините, о чем мы говорим? Поэтому сейчас затестируем Китай карбон с новой канифолью, к слову. Эх, я же запись не поставил. Это мой первый старый карбоновый смычок, черный волос. Цена примерно такая же, до там, $50. Трость из плетеного карбона, канифоль. Не помню марку канифоли. Ну, какая-то из хороших канифолей, но не помню. Забыл название. Какая-то из хороших канифолей. Вот так он звучит. Новый китайский смычок с натуральным волосом, другой канифолью. Мне нравится больше. Тут вообще, тут прям пыль, во-первых, от канифоли меньше слышно, вообще звук более сфокусированный. И я там, если использую большее количество смычка, он просто проскальзывает, я даже чувствую, как он так врезается в струну с большей. То есть у него разгон больше, условно, прежде чем я почувствую хороший контакт. То здесь я этого разгона вообще не получаю. У меня сразу рука чувствует, врезалась в струну, и звук при этом хороший достаточно, мне кажется, отсюда. У скрипачей есть одна, кстати, маленькая проблемка. Они всегда слышат звук вот прямо сблизи отсюда. Даже камера слышит его уже другим. А на самом деле люди слышат его намного более другим, потому что звук от скрипки здесь и через 3 метра отличается кардинально, очень сильно. Ну, я его лучше чувствую. Все-таки здесь в новом волос так более мягкий, я в него проваливаюсь, немножко еще не управляю хорошо, поэтому звук, это тоже влияет, конечно. Старому я уже привык, но вот этот мне определенно больше нравится.
Теперь у меня два. Черный и белый.